Эта история произошла с дедушкой по имени Леонид. Он жил в небольшом поселке, окруженном лесом и горами. Леонид был уже на пенсии и все свое время уделял домашним делам. Летом он заготавливал дрова, чтобы хватило на зиму, а зимой ходил на рыбалку, чтобы пополнить свои запасы пищи. Он был спокойным и добрым человеком, всегда готовым помочь другим. Однажды в жаркий летний день Леонид решил прогуляться по местному парку. Ведь даже пенсионеры нуждаются в свежем воздухе и отдыхе от ежедневных забот. Проходя мимо кустов, он заметил странную собаку, которая несла в зубах письмо. Заинтригованный Леонид подошел к собаке и осторожно взял письмо из ее пасти. На конверте было написано «Срочно! Помощь нужна!». Леонид открыл письмо и прочитал записку. Его глаза наполнились слезами. Там было написано: «Дорогой незнакомец, я упал и не могу встать. У меня перелом позвоночника, и я не могу вызвать помощь. Моя единственная надежда – это собака. Пожалуйста, помогите мне». Леонид ощутил сильное чувство сострадания и решительно взялся за дело. Он знал, что ему нужно вызвать помощь срочно. Отложив все свои дела, он спешил к выходу из парка, несущий с собой письмо и надежду на спасение неизвестного хозяина. Найдя ближайший телефон, Леонид набрал номер скорой помощи, указанный в письме. Он очень переживал, когда услышал дружелюбный голос диспетчера. Спешно объяснив ситуацию, Леонид передал адрес, указанный в записке, и попросил о помощи. Диспетчер обещал отправить медицинскую бригаду как можно скорее. Леонид вернулся в парк и стал нервно ходить туда-сюда. Ему было жутко ожидать, но он знал, что делает правильное дело. Время тянулось медленно, и каждая секунда казалась вечностью. Наконец, вдалеке появился красный фургон скорой помощи. Леонид почувствовал облегчение и радость, зная, что скорая пришла и помощь будет оказана. Медицинская бригада быстро подъехала к указанному адресу. Они нашли мужчину, о котором было написано в записке. Он лежал на полу, не в силах двигаться. Благодаря своевременной помощи, мужчину быстро доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи сказали, что у него был серьезный перелом позвоночника, и без своевременного вмешательства он рисковал стать инвалидом. Позже, когда мужчина оправился, он пришел навестить Леонида и поблагодарить его за спасение. Мужчина рассказал, что он упал в своем доме и, не имея возможности вызвать помощь, отправил собаку с запиской на поиски кого-то, кто мог бы ему помочь. Он был глубоко тронут тем, что Леонид решил помочь ему, когда многие другие люди могли бы пройти мимо. Леонид скромно отмахнулся от благодарности и сказал, что он сделал то, что и любой другой человек на его месте бы сделал. Он был рад, что смог помочь и спасти жизнь незнакомого человека. Это событие сильно изменило его жизнь и подарило ему новые ценности. Леонид стал активным участником общества, помогая другим и делая добрые дела. Он понял, что каждый из нас может сделать мир лучше даже самыми маленькими поступками. История его спасения стала примером того, как одно случайное событие может подтолкнуть человека к изменению своей жизни и вдохновить его на доброе дело. Так закончилась история дедушки по имени Леонид. Он продолжал жить своей простой, но значимой жизнью, делая добрые дела и помогая тем, кто нуждался в помощи. И его история стала вдохновением для многих, показывая, что каждый из нас может сделать мир немного лучше, расширяя свои границы сострадания и доброты. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.